Всем привет! Но признавайтесь, кто не любит халяву? Особенно, когда речь про нейросети. Мы уже привыкли, что за все крутое приходится платить. Но не сегодня, потому что на сцену выходит нано-банана. Да-да, та самая, про которую весь интернет шепчет. Работает бесплатно, генерирует круто, ломает правила. Звучит как реклама энергетика. Но нет, это реально инструмент от Google AI Studio. И да, пользоваться можно бесплатно. Если у вас есть та самая проблема из 3 букв, то у меня хорошие новости. В моем телеграм-канале вы найдете закрепленный пост. Там способ получить 4 гигабайта в первый месяц бесплатно и по 3 гига каждый следующий. Работайте пока как приложение и прямо в браузере как расширение. Без танцев с бубном, без кривых настроек. Просто установил и вперед. Так что если вы еще не пробовали Google AI Studio, самое время. А теперь давайте по существу. Что вообще такое нано-банана? Чему все они говорят и почему она чуть ли не лучший бесплатный генератор картинок на сегодня? С недавним обновлением все стало гораздо интереснее. Во-первых, теперь доступны форматы кадра. Хотите вертикальное 9:16 для Stories или киношное 21:9 для YouTube Preview? Все можно выбрать прямо перед генерацией. Во-вторых, наконец-то поправили баг с размерами файлов. Раньше фото выходили, скажем честно, слегка мыльные. Теперь стало лучше. Резкость, цвет, детали. Хотя, конечно, до совершенства еще далеко. Да, все еще нужно делать апскейл. Но не переживайте, я покажу, как делаю это сама, чтобы картинка выглядела как из профессионального фотосета. Так вот, сегодня я покажу вам, как можно использовать нано-банану для блогеров, для дизайнеров, для креаторов и даже просто для тех, кто хочет превратить обычное фото в нечто магическое. Я собрала несколько способов, где это реально полезно. Плюс несколько лайфхаков, которые вы точно не найдете в обычных гайдах. Так что сделайте себе чай, устройтесь поудобнее. Сейчас будет много интересного. И да, если вы впервые слышите про Google AI Studio, то это та самая платформа, где Google тестирует свои продвинутые нейросети и где нано-банана теперь работает прямо из браузера. Без регистрации, без кредитки, без страха, что вам прилетит счет за $1000. Просто заходите и творите. Но самое интересное впереди, потому что, несмотря на то, что она бесплатная, у нее есть фишки, которые реально ставят ее рядом с топовыми платными моделями. И сейчас я покажу, где она раскрывается на максимум. Итак, добро пожаловать в мир нано-банан. Пора посмотреть, на что она действительно способна. Окей, поехали. Начнем с главного. Нано-банана наконец-то стала не просто игрушкой для экспериментов, а вполне рабочим инструментом. Да-да, теперь можно генерировать не только квадратные аватарки. Форматы 16:9, 9:16, 4:3. Все доступно для превью, для рилсов, для ютуба, для постов. Одним кликом. Это реально удобно. Раньше приходилось растягивать картинку вручную, а теперь все выглядит чисто и аккуратно. Второй апгрейд — качество. Картинки стали заметно детальнее. Текстуры, кожа, свет — все стало более натуральным. Правда, все еще не идеал. Иногда лица все еще слегка сюрреалистичные, но зато теперь гораздо реже. Я называю это золотая эра почти реализма, когда ты уже можешь гордо сказать «это ИИ-генерация», и никто не шарахается. Но если вы хотите довести картинку до топа, то нужно сделать апскейл. А дальше я покажу, что можно делать с этими картинками и как нано-банана может сэкономить вам кучу времени и денег. Потому что когда ты понимаешь, как ее правильно использовать, она становится чуть ли не универсальным инструментом для всего креативного процесса. Ну что, поехали дальше? Сейчас я покажу вам самые неочевидные и прикольные способы использования, где все это можно реально использовать. Если честно, я люблю, когда инструмент не просто красивый, а полезный, чтобы не просто «О, классная картинка», а чтобы она реально решала задачу. Так вот, первое и самое очевидное — обложки и превью для видео. Серьезно, если вы делаете YouTube или шорт, то нано-банана прям находка. Просто кидайте промпт вроде «девушка с ноутбуком», «неоновые цвета», стиль Google Studio, 16:9, и за пару секунд у вас готова обложка, которая выглядит, как будто вы наняли дизайнера с Behance. А если добавить немного апскейла и поиграть с цветами в Photoshop, все можно заливать на канал. Второе. Создание контента для соцсетей. Например, вы ведете Telegram, Threads, Instagram, и вам нужны визуалы под каждый пост. Просто пишите промпт «девушка держит чашку кофе», «утро», «теплый свет», стиль Pinterest, и получайте уютное фото, которое выглядит как из лайфстайл-блога. Я часто так делаю. Беру свои реальные фото, обрезаю фон Photoshop, вставляю персонажа из нано-банана, и все, получайте микс реальности и нейросети. Выглядит супер естественно. Особенно если нужно быстро оформить сторис или пост. Реально экономит кучу времени. Третий способ — визуализация идей и проектов. Например, вы делаете приложение, стартап, дизайн сайта.
Просто описывайте концепт, и Nano Banana за минуту рисует обложку, интерфейс или даже логотип в нужном стиле. Это удобно, когда вы еще только придумываете идею и хотите визуально показать команде или клиенту, как это может выглядеть. И при этом не нужно платить дизайнеру за 10 итераций. Просто перегенерируйте, пока не понравится. Четвертый способ — референсы и мудборды. Объясняю. Если вы работаете с видео, стилями, съемками, фэшн, можно быстро нагенерировать сет из идей для визуала. Одежда, цвет, свет, композиция. Например, я иногда так делаю. Придумываю идею фотосессии, футуризм, стекло, отражение, и просто генерирую 10 вариантов, чтобы потом показать фотографу. Реально экономит время на объяснение вроде «ну, я хочу, чтобы было вот как-то так». Теперь просто показываю картинку, и все понятно. Для пятого способа — композитинг и правки в Photoshop. Это мой любимый трюк. Берете любое фото, вырезаете нужный фрагмент, например, фон или часть тела. Закидываете его в Nano Banana, перегенерируете с нужным промптом и потом вставляете обратно в Photoshop. Получается эффект, как будто вы реально пересняли сцену, хотя на деле просто подменили кусочек кадра. Особенно классно работает, если у вас была ошибка света или объект получился неудачно. Просто исправляйте фрагмент, и все, выглядит идеально. И да, это все бесплатно. И вот что интересно. Чем больше вы экспериментируете с промптами, тем умнее кажется сама модель. Иногда она реально угадывает настроение кадра, подбирает цвет, даже позы персонажа делает естественнее. Такое ощущение, что она начинает вас понимать. Так что экспериментируйте. И не бойтесь творить странное. Часто именно из этого рождаются самые классные результаты. После обработки в Nano Banana качество картинки заметно выросло. Но все же, но не идеально. Ты знаешь, это ощущение, вроде бы фото классное, но хочется чуть больше четкости, чтобы кожа не мыльная, детали не плавали. Вот тут и начинается самое интересное. Для апскейла, то есть увеличения разрешения и улучшения качества, я использую два разных инструмента. Один полностью бесплатный, другой с фишками. Первый — Waifu 2X. Он старый, проверенный временем и, главное, реально бесплатный. Не нужно логинов, токенов, ничего. Просто загружаешь фото, выбираешь уровень шумоподавления и масштаб, и вуаля. Особенно круто работает на картинках после Nano Banana. Там часто остаются мягкие края или небольшая размытость. Waifu 2X аккуратно наполняет пикселями, как будто отрисовывает невидимую деталь. Я сама сравнивала фото до и после, и реально видно, как оживает цвет на коже, текстура ткани, даже волосы становятся натуральнее. Но если хочется прям вау-эффекта, то я включаю второй инструмент — Wavy IE. У него есть суперинструмент под названием Magnific. Это не просто апскейл, он как будто достраивает фотографию, угадывая, как она могла бы выглядеть в идеальном качестве. У них есть 150 бесплатных кредитов, и если подходить с умом, этого надолго хватает. Но если знаете хитрость с токенами, можно использовать почти бесконечно. Но об этом позже. Не хочу, чтобы нас сейчас кто-то слушал. Главное, иногда слишком вылизанные фото теряют атмосферу. Старайся сохранить настроение. Пусть будет текстура, немного шумов, и это добавляет жизни. Особенно если делаешь портреты. Глаза, ресницы, свет на коже — все это начинает играть по-новому. Мой совет — комбинировать. Сначала пропустить фото через Waifu 2X, потом через Magnific, и вы получите результат уровня стоковых фото. Да, звучит как чуть заморочено, но на практике все это занимает 2 минуты. И самое приятное — все это бесплатно. И в 2025 году найти что-то действительно бесплатное, что не ломается через день, это уже маленькое чудо. А Nano Banana держится. Поэтому, если вы еще не проверяли ее новый апдейт, обязательно зайдите. Так что мой рецепт простой. Nano Banana для базы, Waifu 2X для аккуратного апскейла, а Wavy IE для магии. Главное, не гонись за идеалом. Иногда почти идеально — это и есть то, что выглядит по-настоящему. Итак, пока это лучше, что есть на рынке бесплатно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые фишки, и заходите в мой телеграм за всеми ссылками. Всем спасибо за внимание и до встречи!